Привет, это Грег. Пришло время редкой, но постоянной рубрики, где я вспоминаю фильмы определенного года. В этот раз я предлагаю вам отправиться в 2004 год, чтобы вспомнить, а для кого-то может быть и впервые узнать, какими фильмами засматривались зрители в то время. Но прежде хочу напомнить про свой телеграм-канал, про который я постоянно забываю сказать. Там я не публикую бесконечное количество постов, но зато там можно узнать тему будущего ролика, сыграв в тематическую викторину. Ссылка на него будет в описании к этому ролику. Ну а поскольку ролик и так обещает быть продолжительным, предлагаю без лишних слов отправиться в 2004 год. Приятного просмотра! И начнем по классике с января. Январь для кинотеатров по сути представляет собой то же самое, что и январь для обычных людей. Ровно так же, как и большинство из нас доедают прошлогодние праздничные салаты, в кинотеатрах зрители досматривают то, что вышло в декабре. И среди прошлогодних премьер место новинкам редко находится. Подобная картина повторилась и в 2004 году. Первым релизом нового года стал фильм «Если только» с Дженнифер Лав Хьюитт в главной роли. Это не самый популярный фильм, да и до кинотеатров он не добрался, выйдя только на ТВ. Но вспомнил я о нем по той причине, что в свое время эта лента была одной из двух самых слезливых мелодрам начала нулевых. Второй была картина «Спеши любить». Я неоднократно рассказывал в своих роликах, что источником рекомендаций фильмов для меня были работники кинопроката. Вернее сказать, работницы. Так как в основном там работали девушки, с которыми я хорошо общался, они постоянно советовали мне посмотреть эту ленту, называя ее одной из лучших в жанре. И вот где-то после пятой настойчивой рекомендации я ее все же посмотрел. И честно, не скажу, что он для меня стал каким-то прям открытием, но с задачей мелодрамы справился хорошо. Любви в фильме много, слез примерно столько же. Ну и Дженнифер Лав Хьюитт, которая в то время могла украсить своим присутствием любой фильм. Но основную популярность фильм приобрел в России, в то время как на Западе прошел практически незаметно. Зато следующая премьера, которая контрастировала с меланхоличностью «Если только», смогла привлечь уже куда больше внимания. Комедия «А вот и Полли» с Беном Стиллером и Дженнифер Энистон в главных ролях показала весьма внушительные результаты с учетом январского релиза и собрала в прокате $170 миллионов при бюджете в 42. Вообще, что для Стиллера, что для Энистон, начало нулевых было золотым периодом в карьере. Бен буквально сменял один кассовый хит за другим. Ну а Дженнифер весьма удачно смогла выйти за пределы образа Рэйчел из сериала «Друзья». И фильм «А вот и Полли» стал уже ее второй подряд удачной работой на большом экране после «Брюса Всемогущего», вышедшего годом ранее. Завершился январь на более серьезной премьере, несмотря на то, что главную роль в ней исполнил Эштон Кутчер, который к тому моменту уже в большей степени ассоциировался с комедийным амплуа. Лента «Эффект бабочки» стала одной из самых нашумевших премьер того года. При скромном бюджете в $13 миллионов картине удалось собрать 95 миллионов. Сценарий фильма долгое время разгуливал по кабинетам голливудских студий, но никто его так и не решался экранизировать. И только лишь после того, как авторы текста Эрик Бресс и Джей Грубер отметились в качестве сценаристов второй части «Пункта назначения», студия New Line Cinema дала зеленый свет на реализацию их авторского проекта, который они еще и сами срежиссировали. Еще немного помог деньгами Эштон Кутчер, выступив продюсером картины и, по случайному совпадению, исполнителем главной роли. Вообще, удивительно, что из трех премьер января, две из них были фильмами про временные парадоксы. Но в отличие от фильма «Если только», «Эффект бабочки» не пытался растрогать зрителей, а наоборот погружал их в весьма напряженную и запутанную историю главных героев. И по итогу такая формула оказалась более выигрышной, учитывая сверхвысокие оценки ленты как от зрителей, так и от критиков. После этого, правда, Кутчер больше в триллерах не отмечался. Ровно как и режиссеры «Эффекта бабочки» больше не сняли ни одного проекта. Может быть, еще поэтому «Эффект бабочки» до сих пор выглядит как яркая вспышка в кинематографе. На удивление, кассовый январь передал бразды правления февралю, и тот, в свою очередь, не подвел. 13 числа на большие экраны пожаловал любимчик зрителей Адам Сэндлер в компании с Дрю Берримор. Их романтическая комедия «50 первых поцелуев» привлекла в кинотеатры толпы зрителей и смогла собрать $200 миллионов. В традиционной манере фильмов Сэндлера в восторге от ленты были в основном зрители. Но в то же время «50 первых поцелуев» стал одним из немногих фильмов-комика, к которому критики отнеслись более-менее благосклонно. Комедийное настроение продолжилось и со следующей премьерой, которой стал фильм «Евротур». Говоря о Евротуре, я, пожалуй, могу сказать, что это одна из моих двух любимых молодежных комедий.
Кстати, вторая молодежная комедия, которую я тоже люблю, также будет в этом ролике, но чуть позже. На первый взгляд, Евротур не сильно отличается от других представителей этого жанра. Компания молодых парней в самом расцвете пубертата отчаянно пытается расположить к себе девушек, но на этом сходство с другими картинами по сути и заканчивается. Первое отличие как бы сразу бросается в глаза, уже исходя из названия. Вместо загородных тусовок здесь основной локацией является вся Европа. И, наверное, самой любимой локацией зрителей стала Братислава, а точнее город Миловица, который не имеет никакого отношения к Словакии и находится в Чехии. Но учитывая, что в момент прибытия героев в город в фильме вообще играет песня «Священная война» на русском языке, географическая достоверность явно была у создателей фильма не в приоритете. Ну да ладно, это далеко не единственный голливудский фильм с подобными ляпами, но в Евротуре они как будто даже смотрятся органично. И еще одним выгодным отличием стало то, что тема интимных похождений здесь выступает лишь фоном, в то время как львиная доля шуток строится на культурных различиях. Да, они стереотипные, карикатурные, но смешные. А для комедии это все же главный критерий. Ну и отдельно хочу отметить неожиданные камео популярных персон. Тут и Винни Джонс в роли фаната Манчестер Юнайтед, и властная Люси Лоулес, ну и, конечно, панк-рокер Мэтт Дэймон, появление которого для меня было самым неожиданным. И я долгое время не мог поверить, что это реально он. Заполучить камео Дэймона удалось при помощи личного знакомства с ним сценаристов ленты, которые дружили с актером еще со времен учебы в университете. В момент съемок Евротура Дэймон находился в Праге на съемках «Братьев Гримм». Собственно, оттуда сценаристы и выцепили Мэтта на один день, чтобы тот появился в их ленте. Евротур без преувеличения является классикой молодежных комедий. Правда, только у нас. На родине это малоизвестный фильм, который с треском провалился в прокате, собрав $20 миллионов при бюджете в 25. Но тут, конечно, стоит сказать, что Евротуру еще и отчасти не повезло выйти в прокат рядом с неожиданным хитом. Буквально через неделю после релиза Евротура на экраны вышел фильм «Страсти Христовы», который стал, пожалуй, главным информационным поводом того года не только в киноиндустрии, но и за ее пределами. Картина с бюджетом в $30 миллионов смогла собрать 609 миллионов в прокате, став на тот момент самым кассовым фильмом с рейтингом R. Что вдвойне удивительнее, учитывая, что в ряде стран картину так и вовсе не допустили к прокату. Подробно о ленте есть в моем ролике про Джеймса Кавизела, поэтому сейчас предлагаю отправиться в март и посмотреть, чем там кинорынок планировал удивлять зрителей. А в марте на большие экраны вернулся Бен Стиллер, только уже не в компании Дженнифер Энистон, а вместе с Оуэном Уилсоном, сыграв в комедии «Старский хач». Стиллер, как всегда, продемонстрировал свою стабильность и снова собрал $170 миллионов, что для весьма незатратного жанра комедии являлось ощутимым успехом. В целом, ремейк одноименной картины 1975 года был тепло встречен не только в плане сборов, но еще и в плане отзывов, которые были в основном положительными. Если Стиллер уже успел привыкнуть к такой теплой реакции, то вот для Оуэна Уилсона фильм стал одним из немногих комедийных проектов с ним в главной роли, который мог похвастать столь высоким интересом аудитории и окончательно укоренил Оуэна в качестве комедийного актера. Несмотря на явный интерес зрителей к комедиям, в марте их количество было относительно невелико, и после фильма «Старский хач» на экраны выходили в основном серьезные, а порой и мрачные фильмы. Первым из них стал триллер «Тайное окно». Новый расцвет популярности Джонни Деппа после оглушительной премьеры «Пиратов» благоприятно сказался на кассовых показателях, и ленте удалось собрать $90 миллионов, а вот мнение аудитории о фильме разделилось. Кому-то картина понравилась, а кто-то счел ее клишированной. Не спасла ситуацию даже неожиданная концовка, которая к тому моменту не выглядела прям уж такой неожиданной, учитывая, что подобный ход уже не раз использовался в других картинах. Собственно, она и стала причиной многих негативных отзывов. Также в марте зрители могли увидеть на больших экранах Джима Керри, чья новая работа сильно контрастировала с его прошлогодней премьерой «Брюс Всемогущий». Картина «Вечное сияние чистого разума» не имела ничего общего с фирменным для Джима жанром комедии, так как являлась драмой в чистом виде. Хотя нет, один общий фактор все же был. Керри за свою роль получил столько же, сколько обычно получал за свои комедии, а именно $10 миллионов, существенно обогнав по этому показателю свою экранную напарницу Кейт Уинслет, которой досталось всего $2 миллиона. Сборы в прокате были далеки от привычных для Керри показателей, и лента собрала 70 миллионов. Правда, относительно небольшой бюджет позволил продюсерам картины выдохнуть. А вот в чем ленте действительно удалось отличиться, так это в реакции аудитории. Что зрители, что критики были в восторге от картины,
и она смогла получить 2 номинации на «Оскар». Одну в категории «Лучшая актриса», вторую за лучший оригинальный сценарий. В последней ленте удалось выхватить главный приз. Следом немного саспенса в кинотеатрах навела Анджелина Джоли, когда вместе с Итаном Хоуком появилась в триллере «Забирая жизни». Для Джоли это была не первая роль представителя правопорядка, пытающегося поймать маньяка. Впервые она предстала в подобном образе в 1999 году в фильме «Власть страха». И если сравнивать эти фильмы, то лента с Дензелом Вашингтоном оказалась гораздо успешнее. «Забирая жизни» смог понравиться исключительно зрителям, в то время как критики буквально проехались по ленте катком. Привлечь к себе широкого внимания фильму также не удалось, и он при бюджете в $45 миллионов смог собрать всего 65 миллионов. Меньшая часть из которых пришлась на США. Но даже такие скромные показатели выглядели как предел мечтаний для следующей премьеры. Фильм «Девушка из Джерси» можно назвать, пожалуй, главным неудачником того года. Нет, в плане кассовых провалов в том году еще будут ленты, которые провалились куда сильнее. Тут скорее речь про то, насколько незаслуженным получился этот провал. Лично я считаю «Девушку из Джерси» довольно неплохим фильмом, и выпусти его Кевин Смит на год позже, я уверен, он бы показал себя в кинотеатрах гораздо лучше. Но премьера фильма состоялась спустя год после премьеры одного из самых ненавистных фильмов на Западе «Джильи». И один лишь тот факт, что в ленте Смита снова сыграли Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, смог отпугнуть массового зрителя. При этом студия Miramax всячески старалась избежать ненужных параллелей и ради этого полностью убрала из промо-материалов имя Лопес. Благо ее роль была настолько короткой, что это не выглядело чем-то странным. Но не помогло. По итогу хороший фильм наткнулся на массовый игнор и смог собрать всего $35 миллионов при аналогичном бюджете. И даже если бы они все пришлись на американский прокат, чего, конечно же, не произошло, фильм от провала это бы не спасло. В целом, март получился не самым удачным месяцем для кинотеатров. Возможно, свою роль в этом сыграл слишком серьезный тон, который доминировал в кинотеатрах, в то время как весеннее настроение зрителей требовало чего-то более легкого. Будто бы, учтя ошибки марта, апрель в этом плане получился куда более жизнерадостным и сосредоточился на комедиях, лишь трижды отклонившись от комедийного курса. Такими исключениями стали фильмы «Хеллбой», вторая часть «Убить Билла» и боевик с Дензелом Вашингтоном «Гнев». Из всех троих только лишь фильм Тарантино смог показать более-менее приемлемые сборы. Что касательно «Хеллбоя», то, несмотря на положительные оценки от аудитории, вызвать ажиотаж в кинотеатре ленте не удалось. При этом для Гильермо Дель Торо проект являлся одним из самых знаковых в карьере. Экранизировать комикс о герое из пекла режиссер планировал долгое время, и только лишь после успеха второй части Блейда на его идею всерьез посмотрели боссы студии Lionsgate и дали зеленый свет. И хоть финансовым успехом это не увенчалось, ленте удалось привнести что-то новое в киноиндустрию. Но, как я уже и говорил, основным жанром в апреле была комедия. Первой из них стала британская лента «Зомби по имени Шон». В любви к этому фильму я уже признавался в ролике про Саймона Пегга, но не упущу возможности сделать это и сейчас, так как это одна из моих самых любимых комедий. Зрители привыкли, что фильмы про зомби должны пугать, а то, что над ними можно еще и смеяться, для многих оказалось в новинку. Аудитории такой взгляд на избитую тему явно пришелся по душе. В итоге картина получила массу восторженных отзывов как от зрителей, так и от критиков, и смогла собрать $30 миллионов, что для фильма, в котором массовка получала целый $1, было внушительным успехом. Параллельно с Шоном в кинотеатры релизнулся фильм «Соседка». И вот как раз это и есть моя вторая любимая молодежная комедия после Евротура. Но в данном случае мне, наверное, зашел не юмор, который в Евротуре явно был посильнее, а сама история. Эдакая Золушка наоборот, когда эффектная девушка влюбляется в обычного парня. Этот фильм в свое время подарил надежду всем подросткам. Ну и, конечно, параллельно с этим сделал Элишу Кадберт сверхпопулярной среди парней. В моем окружении не было ни одного знакомого, который бы не включал ее в список самых красивых актрис. При этом, как ее зовут, никто не знал. И называли ее просто «Соседка». Ну и, конечно, не с таким энтузиазмом, как в случае с Кадберт, можно отметить и неплохой мужской актерский состав. Тут и Эмиль Хирш, и Пол Дано, которые впоследствии проявили себя как хорошие драматические актеры. На смену «Соседке» в кинотеатры подоспела Дженнифер Гарнер с комедией «Из 13 в 30». То, что поначалу выглядело как женский ответ фильму «Большой» с Томом Хэнксом, по итогу оказалось весьма хорошей комедией, самодостаточной и интересной историей. Но главным событием и даже поп-культурным феноменом на Западе
стала премьера фильма «Дрянные девчонки». Сложно переоценить популярность этого фильма в Штатах. Он до сих пор остается одним из самых цитируемых фильмов в истории. Лента даже ввела новые сленговые выражения, которыми школьные подростки пользуются до сих пор. Также у фильма появился свой день, который ежегодно отмечается его фанатами. Да, может быть, сборы в размере 130 миллионов долларов не покажутся колоссальными, но дело в том, что лента до сих пор продолжает приносить прибыль. Новое поколение зрителей также прониклось лентой, из-за чего она стала хитом уже на стриминговых площадках. И все это при учете того, что в свое время производство фильма обошлось всего в 17 миллионов долларов. Мое знакомство с фильмом произошло абсолютно случайно. Он был одним из 3 фильмов на Ночи кино. И я был уверен, что это что-то из рубрики девчачьих мелодрам. Я никогда так не ошибался в своей жизни. Это оказался очень смешной и, что не менее важно, увлекательный фильм с интересной режиссурой и своим стилем. Завершился апрель уже, можно сказать, традиционным появлением Бена Стиллера, на этот раз в компании Джека Блэка в фильме «Черная зависть». Правда, этот тандем отметиться успехом не смог. Картина провалилась в прокате и получила в основном негативные отзывы от аудитории. В целом можно сказать, что апрель получился весьма насыщенным месяцем, в котором найти повод сходить в кино можно было не только любителям комедий. Май, в свою очередь, решил брать не количеством, а качеством, представив всего 4 премьеры. Но зато каких. Первым до больших экранов добрался Ван Хельсинг. Лента со звездой Людей Икс обошлась в 160 миллионов долларов. По замыслу продюсеров, популярности Хью Джекмана должно было хватить для окупаемости столь высокого бюджета. Вот только тогда они еще не знали, что зрители неохотно ходят на фильмы с Джекманом, где ему не надо показывать накачанный пресс и размахивать когтями из адамантия. Не удалось привлечь внимание и мужской аудитории, которой в свое время уж очень приглянулись облегающие наряды Кейт Бекинсейл в фильме «Другой мир». Здесь героиня актрисы обошлась без латекса, что не добавило ленте очков. В итоге получился промах по всем фронтам. И как итог, картина смогла собрать 300 миллионов долларов, что, конечно, не стало сокрушительным провалом, но и не вселило оптимизма. Более подробно о фильме есть в моем ролике про Хью Джекмана. Ну а я предлагаю отправиться к следующей премьере, куда более эпичной по своему размаху. 14 мая в кинотеатры прибыл Брэд Питт с фильмом «Троя». И снова за подробностями отправлю вас в свои предыдущие ролики, но на сей раз про Брэда Питта и Орландо Блума. Там про Трою было сказано вдоль и поперек. Здесь лишь еще раз напомню, что Троя была поистине эпичным событием в мире кинематографа. Да, приверженность первоисточнику в ней оставляла желать лучшего, но размах, с которым Вольфганг Петерсон подошел к вольной экранизации Илиады Гомера, действительно поражал. Ну и, конечно, актерский состав, который включал в себя как уже устоявшихся звезд, так и звезд новоиспеченных, пошел ленте только на пользу, и ей удалось собрать в прокате 500 миллионов долларов. После «Трои» пришло время первого в 2004 году сиквела, что сильно контрастировало с тем, что было в 2003, который практически полностью состоял из продолжений успешных фильмов. На большие экраны вернулся Шрек в компании принцессы Фионы и верного друга Осла. И, стоит сказать, зрителей это возвращение привело в настоящий восторг. Помимо вновь щедро отсыпанных хвалебных отзывов, аудитория позволила картине собрать 930 миллионов долларов, что было почти вдвое больше, чем у оригинала. Помимо уже полюбившихся зрителям героев, в сиквеле появился новый персонаж Кот в сапогах, который тут же стал чуть ли не главным любимцем публики. Впоследствии герой обзавелся парой собственных проектов, а успех последнего так и вовсе поспособствовал возвращению Шрека на большие экраны в 5-й номерной части, выход которой планируется в 2027 году. Последней премьерой мая стал фильм Роланда Эммериха «Послезавтра». Любовь Эммериха к разрушениям была уже его по сути фишкой, но на этот раз он разошелся по полной. Нет, я помню, что отдельная разрушаемость уже была и представлена в других фильмах, но чтобы в таком объеме, когда у тебя весь Нью-Йорк уходит под воду, такое было впервые. Я буквально отсчитывал дни до премьеры, чтобы лично убедиться в том, насколько фильм будет соответствовать трейлеру. И по итогу он действительно был таким же эпичным, как и заявлялся. Да, можно было ругать ленту за банальный сюжет и за научные неточности, что, собственно, и сделали критики и ученые НАСА. Но в плане визуальной части «Послезавтра» был лучшим блокбастером за многие годы.
И для аудитории это оказалось гораздо важнее, чем какие-то там придирки ученых на тему того, какой длины волна цунами должна была быть в реальной жизни. По итогу фильм смог собрать $550 миллионов, а затем заработал еще 110 миллионов после того, как вышел на DVD. На этом блокбастерный май закончился, в совокупности собрав в кинотеатрах более $2 миллиардов. И это благодаря всего 4 фильмам. Июнь же в плане своей громкости решил не отставать. И начался сразу с премьеры 3-й части Гарри Поттера под названием «Гарри Поттер и узник сука». Взяв академ на 2003 год, изрядно повзрослевшие юные волшебники вновь вернулись на большие экраны, что вызвало высокий ажиотаж у соскучившихся фанатов Хогвартса. К сожалению, в мире волшебства не обошлось без потерь. В 2002 году скончался Ричард Харрис, исполнитель роли Дамблдора, и студия была вынуждена искать ему замену. Первоначальным кандидатом на роль был Иэн Маккеллен, но тот заявил, что одной легендарной роли в культовом фэнтези ему вполне достаточно. И совмещать защиту Средиземья и директорство в Хогвартсе он отказался. Тогда роль Дамблдора досталась Майклу Гэмбону, который блестяще с ней справился. Новый Дамблдор был не единственным нововведением. Также на смену Крису Коламбусу в режиссерском кресле пришел Альфонсо Куарон, и это в свою очередь сказалось на визуальном стиле картины. Мир магии стал более мрачным, а вместо привычных теплых красок стали доминировать холодные оттенки. В целом это нашло отклик у аудитории, и лично я довольно часто встречал людей, для которых «Узник Азкабана» является самой любимой частью всей франшизы. Любовь зрителей к Поттеру ничуть не остыла за время годичного перерыва, и лента с легкостью взлетела на вершину бокс-офиса, собрав $807 миллионов при бюджете в 130. Выйти в прокат по соседству с Поттерианой отважился только Вин Дизель, которого до того, как остепениться и завести семью, мотало по разным закоулкам вселенной. На большие экраны Дизель пожаловал с неожиданным сиквелом ленты 1999 года «Черная дыра», которая в свое время провалилась в прокате, но хорошо показала себя на VHS. «Хроники Риддика» получил поддержку в виде $105 миллионов. Имея по соседству такого мощного конкурента, как Гарри Поттер, это был весомый риск, и он себя не оправдал. Картина провалилась в прокате, собрав 115 миллионов, половина из которых пришлась на Штаты. При этом, как и оригинальной ленте, Риддику удалось обрести народную любовь, и фильм до сих пор горячо любим многими зрителями. То же самое можно сказать и о видеоигре, которая вышла в том же году. При этом, в данном случае, то, что продукт получился культовым, является чуть ли не чудом, так как всем известно, что хуже фильмов по играм могут быть только игры по фильмам. Но случай Риддика является редким, если вообще не единственным исключением. Впечатляющая по тем меркам графика и увлекательный геймплей привлекли внимание геймеров, среди которых оказались даже те, кто был не знаком с фильмами. Вообще, июнь как-то сразу обозначил фаворита зрительского внимания, и остальным лентам оставалось довольствоваться только тем, что осталось. В плане кассовых сборов везло тем проектам, на которые меньше всего потратили денег. К таким примерам можно отнести мультфильм «Гарфилд», который обошелся в $50 миллионов. Поэтому, когда картина собрала 200 миллионов, это можно было назвать успехом. А вот фильм «Степфордские жены» хоть и смог собрать 100 миллионов, но обошелся уже в $90 миллионов из-за супердорогой Николь Кидман. Плюс к этому лента угодила в производственный ад. Помимо того, что там все переругались во время съемок, финальный продукт получился, мягко говоря, неудовлетворительным, и после тестовых показов ленту отправили на пересъемки. Но и это не сделало фильм шедевром, и он получил от аудитории в лучшем случае сдержанные отзывы. Без лишней шумихи в прокате прошла премьера ленты «Перед закатом», которая являлась второй частью необычной трилогии Ричарда Линклейтера. Я до сих пор считаю эту серию фильмов, наверное, самым уникальным опытом в киноиндустрии. Раз в 9 лет герои в исполнении Итана Хоука и Жюли Дельпи встречались на больших экранах, чтобы вновь увлечь зрителей своими разговорами, как бы ни о чем и о многом одновременно. Я вообще считаю такие фильмы чистой магией. Когда ты смотришь, ничего особенного вроде бы не происходит, а оторваться от экрана не можешь. Но какими бы интересными проектами не был наполнен июнь, считаться полноценным он, конечно же, не мог без Бена Стиллера, который в 2004 году буквально не сходил с больших экранов. Каким-то чудом пропустив май, Стиллер вернулся на большие экраны, снова поменяв напарника. На сей раз Бен появился в тандеме с Винсом Воном. При этом Стиллер еще и великодушно уступил Винсу место главного героя, а сам выступил в редком для себя амплуа антагониста.
Со сборами картины вновь произошла какая-то магия, и они как по заказу снова составили привычные для фильмов Стиллера $170 миллионов. Комедии в целом в том году пользовались высоким спросом. Так, например, братья Уайнс, переодетые в женщин, умудрились собрать $115 миллионов с фильмом «Белые цыпочки». Но, правда, сборы были единственным положительным моментом, так как что зрители, что критики отнеслись к ленте прохладно. Но не только слезы смеха неплохо монетизировались в 2004-м. Мелодрамы тоже умели привлекать зрителей в кинотеатры, особенно если это были экранизации романов Николаса Спаркса, которые на тот момент еще не успели приесться. В 2004 году на экраны вышла, пожалуй, самая известная такая экранизация под названием «Дневник памяти». Вообще, по моим воспоминаниям, говоря о романтических фильмах, «Дневник памяти» упоминали так же часто, как «Титаник». Не было ни одной девушки, которая бы не посмотрела этот фильм и не восхитилась той силе любви, что была между главными героями. А когда потом еще и стало известно, что съемки фильма послужили почвой для отношений Гослинга и МакАдамс в реальной жизни, то «Дневник памяти» воспринимался чуть ли не как документалка об истинных чувствах. Я, кстати, считаю фильм «Дневник памяти» довольно неплохим. Не самая моя любимая мелодрама, но, с другой стороны, не уверен, что она у меня вообще есть. Завершился июнь так же громко, как и начался. На сей раз обеспечивать кинотеатры толпами зрителей было доверено сиквелу «Человека-паука». И он с этой задачей справился без проблем. Продолжение первого крупнобюджетного фильма про дружелюбного соседа, естественно, было одним из самых ожидаемых релизов. Понимали это не только в студии Sony, но и в частности некоторые исполнители ключевых ролей. Так, например, у Тоби Магуайра во время производства сиквела появилось непреодолимое желание пересмотреть условия своего личного контракта. Новый статус суперзвезды не давал актеру покоя настолько, что у него начала болеть спина. И в какой-то момент он даже всерьез собирался покинуть проект. Студия Sony успела найти альтернативу, которой был Джейк Джилленхол. Но впоследствии все же решила выдать Тоби обезболивающие в виде $17 миллионов по новому контракту, после которых тот забыл о проблемах со спиной. Это послужило одной из причин, почему сиквел стал самым высокобюджетным проектом того времени, обойдясь в $200 миллионов. Но справедливости ради стоит сказать, что все же большая часть денег ушла именно на спецэффекты, которые на тот момент казались чем-то феноменальным. Да и сейчас лента смотрится очень актуально в визуальном плане. Во многом это результат того, что Рэйми снимал картину не только на зеленом экране, но и задействовал много настоящего реквизита, как, например, те же щупальца доктора Октавиуса, которые были воссозданы в реальности. Поэтому, когда фильм получил Оскар за лучшие визуальные эффекты, это ни у кого не вызвало удивления. Как и то, что лента стала одним из самых кассовых релизов того года. Не смог просадить поток зрителей в кинотеатры даже чемпионат Европы по футболу. Пока весь мир задавался вопросом, как сборная Греции умудрилась стать чемпионом Европы, одолев в финале сборную Португалии в Лиссабоне, американцы предпочитали свою голову не забивать мыслями о каком-то там соккере и беззаботно наблюдали за приключениями Питера Паркера. А вот июль смог удивить по-настоящему, когда 8 числа на экраны вышел первый российский блокбастер «Ночной дозор». То, что лента была снята по канонам голливудских картин, было заметно невооруженным глазом. И тут дело было не только в спецэффектах, но и в излюбленном в Голливуде продукт-плейсменте, который Бекмамбетов активно задействовал в процессе продакшена «Дозора». Стоит сказать, что это принесло свои плоды, и фильм на одной лишь рекламе заработал более $500 тысяч. Еще больше радости продюсерам принесли кассовые сборы, которые составили $33 миллиона, что было уникальным достижением для российского кино. О «Дозоре» говорили все. Цитаты про выход из сумрака моментально улетали в народ, а заглавную песню в исполнении группы Ума Турман пели, мне кажется, в каждой беседке, в каждом дворе. Значимость «Ночного дозора» для российского кинематографа заключается еще и в том, что он показал, что при должном подходе российские фильмы могут становиться блокбастерами и собирать огромные суммы в домашнем прокате. А тем временем голливудский июль открылся премьерой фильма «Король Артур». Долгое время над проектом работал Майкл Бэй. На протяжении 5 лет он разрабатывал концепцию ленты. Но в конечном итоге режиссеру не выделили тот бюджет, который он хотел, и Бэй из проекта выбыл. При этом нельзя сказать, что лента в итоге получилась малобюджетной. Она обошлась студии в $120 миллионов, а вот собрать смогла 200 миллионов, из которых на долю штатов пришлось всего 50. А вот ленте «Я робот» с теми же затратами в прокате повезло куда больше.
и она смогла собрать 350 миллионов, из которых большая часть пришлась на Штаты. Успех картины в прокате оказался довольно неожиданным, так как продюсеры сомневались в том, что философский подтекст ленты может вызвать широкий интерес массовой аудитории. Но первые тестовые показы уже внушали оптимизм, когда посмотревшие картину зрители были в восторге. По итогу «Я, робот» стал редким фильмом, которому не понадобились пересъемки. Когда кассовые сборы ленты подкрепили уверенность создателей в успехе картины, было решено приступить к созданию сиквела, но по итогу этим планам не суждено было сбыться. Уилл Смит отправился в другие проекты, которых на тот момент у него было много, а режиссер фильма Алекс Проэс так и вовсе сказал, что для него история ленты была закончена и не нуждалась в сиквеле. Параллельно с премьерой «Я, робота» зрители ожидал еще один приятный сюрприз, на этот раз от мастера неожиданных концовок М. Найта Шьямалана. Да, именно способность режиссера шокировать зрителей финалом своих фильмов, блистательно продемонстрированная в ленте «Шестое чувство», сделала Шьямалана одним из самых кассовых режиссеров. «Таинственный лес» не стал исключением, и фильм при бюджете в $60 миллионов собрал в прокате 260 миллионов. О фильме я уже много раз рассказывал в своих предыдущих роликах, как про Эдриана Броуди, так и про Шьямалана с Хоакином Фениксом. Конец июля ознаменовался сразу двумя премьерами, которыми стали фильмы «Превосходство Борна» и «Женщина-кошка». И если возвращение Борна на большие экраны можно было считать удачным, то вот «Женщина-кошка» обернулась для студии Warner Bros. Настоящим кошмаром. Мало того, что лента с треском провалилась в прокате, собрав $80 миллионов при бюджете в 100 миллионов, так еще и среди зрителей не нашлось никого, кто отнесся бы к фильму хоть с малейшей симпатией. Ну а критики так и вовсе назвали проект худшим событием в киноиндустрии за долгое время. Особенно не сдерживался Роджер Эберт, один из самых авторитетных критиков на Западе, который внес «Женщину-кошку» в список своих самых ненавистных фильмов. Холли Берри же в свою очередь получила «Золотую малину» как худшая актриса. При этом Берри пришла забирать награду лично, прихватив с собой Оскар за лучшую женскую роль, полученный ею 2 годами ранее за «Бал монстров». Вообще, как это часто бывает, причин у провала фильма было много. Среди них был и поверхностный подход ведущих актеров. Так, например, по рассказам членов съемочной группы, Шерон Стоун вообще не заморачивалась над процессом и могла спокойно ответить на телефонный звонок прямо во время съемки даже какой-нибудь важной сцены. Остальные же были вынуждены ждать, пока актриса наговорится по телефону, чтобы продолжить съемочный процесс. Но, что парадоксально, несмотря на финансовый провал, «Женщина-кошка» долгое время оставалась самой кассовой картиной про женщину-супергероя, пока в 2017 году не вышло «Чудо-женщина», факт, который явно не понравится феминисткам. Несмотря на смазанный финал, июль стал довольно насыщенным месяцем, предоставляющим зрителям широкий выбор из того, что можно посмотреть. А вот август уже такой щедростью похвастать не мог. И в том месяце на экраны вышло всего 2 фильма. Ими стали «Соучастник» и сиквел «Дневников принцессы». Количество желающих увидеть редкое явление, как Том Круз исполняет роль антагониста, оказалось заметно больше по сравнению с теми, кто хотел проникнуться романтическим настроением. Да и в плане реакции аудитории у фильма с Томом Крузом и Джейми Фоксом дела обстояли гораздо лучше, чем у ленты с Энн Хэтэуэй. На удивление скудным на премьеры оказался и сентябрь, отметившись лишь фильмами «Одержимость», «Обитель зла 2» и «Сотовый». Но уже в октябре ситуация начала потихоньку выравниваться. Сначала в кинотеатрах можно было встретить Джона Траволту и Хоакина Феникса, которые отважно сражались с огнем в ленте «Команда 49». Куда более безопасным времяпрепровождением занимались Ричард Гир и Дженнифер Лопес в ленте «Давайте потанцуем». Также на больших экранах стали появляться первые претенденты на Оскар. Одной из таких работ стал фильм «Рэй» с уже знакомым зрителям Джейми Фоксом. Байопик про культового на Западе музыканта Рэя Чарльза был крайне тепло встречен аудиторией. Картина получила множество хвалебных отзывов, а также была представлена в 6 номинациях на Оскар. Помимо лучшего звука, награду удалось получить и Джейми Фоксу за лучшую мужскую роль, а попутно еще и Золотой глобус и премию Бафта в той же категории. Для Фокса фильм «Рэй» стал триумфальным проектом, после которого его карьера резко устремилась вверх. Удачным трамплином октябрь стал и для еще одного популярного ныне кинодеятеля. Речь о Джеймсе Ване, чья «Пила» наделала много шума в период Хэллоуина. Картина с бюджетом всего в $1,5 миллиона и снятая за 18 дней смогла собрать в прокате 103 миллиона. Помимо режиссерской работы, Ван был ответственен за написание сценария вместе со своим другом Ли Уоннеллом.
который, к слову, еще и исполнил в фильме одну из ключевых ролей. Я помню, как взял фильм в прокате и во время просмотра уснул почти в самом начале. Посчитав «Пилу» очередным боди-хоррором, я даже не думал его изначально досматривать. Но потом от нечего делать я все-таки решил посмотреть, чем же все там закончится. И вот тут я понял, что чуть было не пропустил один из лучших фильмов в своем жанре. Это был тот редкий случай, когда дальнейшие события полностью переворачивают твое изначальное представление о фильме. «Пила» буквально стала глотком свежего воздуха в жанре хорроров. Жаль только, что со временем сама же задохнулась в бесконечных самоповторах. Еще одним ужастиком в период Хэллоуина стал фильм «Проклятие». Успех фильма «Звонок» побудил голливудскую индустрию потянуть ручки и к другим японским ужастикам. «Проклятие» стал таким примером. Но, по моему мнению, не таким удачным, как «Лента Гора Вербински». Но это если говорить о самом фильме. В плане же кассовых показателей все было более чем отлично. И «Лента» при бюджете в 10 миллионов собрала 187 миллионов долларов. Нагнавший под конец жути «Октябрь» сменился более позитивным ноябрем. Там зрителей ожидали сразу две анимационные премьеры. Первой из них была картина «Подводная братва» от студии DreamWorks, которая после успеха Шрека поверила в свои силы потеснить в анимационном сегменте мастодонта в лице Pixar. Для такой амбициозной задачи и средства были соответствующие. Так к озвучке персонажей мультфильма были привлечены звезды с громкими именами, а именно Уилл Смит, Анджелина Джоли, Роберт Де Ниро, Рене Зельвегер и даже Мартин Скорсезе. И результат в итоге получился неплохим. Но именно что неплохим. Мульт смог собрать не колоссальные, но солидные 360 миллионов долларов, но в то же время получил довольно сдержанные отзывы. Подтверждением тому, что до Pixar остальным студиям было как до Луны, стала премьера «Суперсемейки», ажиотаж вокруг которой был несравнимо выше. Помимо сборов в 630 миллионов долларов, мультфильм еще и стал любимцем не только зрителей, но и критиков, и получил Оскар за лучший анимационный фильм. Также проект отметился тем, что стал первым и пока единственным мультфильмом Pixar, написанный одним человеком – Брэдом Бёрдом, который также выступил и режиссером ленты. Пока в Америке два мультфильма сражались за внимание зрителей, во Франции на большие экраны наведались парни с района, а именно с 13-го района. Я слышал, что вроде как «Ямакаси» является первым фильмом, в котором был задействован паркур. Ну, это если не считать фильмы с Джеки Чаном, в которых, как по мне, элементы паркура тоже прослеживались. Но 13-й район довел паркур именно до статуса культурного феномена. Я помню, как смотрел фильм в кинотеатре, думая, что это будет очередной боевик. И отчасти в плане сюжета это было именно так. Но как же круто это все было показано на экране. Скачущие и прыгающие со здания на здание герои буквально вызывали какой-то дикий восторг. Парадокс ленты заключается в том, что, несмотря на свою культовость, основная масса поклонников паркура так и не допрыгала до кинотеатров, и лента провалилась в прокате, собрав всего 9 миллионов долларов при бюджете в 12. Но на удивление этот факт не отпугнул продюсеров от создания сиквела, который постигла та же участь в финансовом плане. Ноябрьский марафон подхватили уже голливудские премьеры. Роберт Земекис, отдавший свое предпочтение новым на тот момент технологиям по захвату движений с настоящих актеров, представил аудитории фильм «Полярный экспресс». Даже сейчас, когда технологии шагнули на несколько шагов вперед, все еще не удается избавиться от эффекта зловещей долины, когда желание воспроизвести при помощи компьютерной графики персонажей, максимально приближенных к настоящим людям, лишь отталкивает, а порой и пугает зрителей. Что уж говорить о 2004 годе, когда эти технологии по сути только обкатывались. Но желание Земекиса стать первопроходцем в этой области было непреодолимым. По итогу «Полярный экспресс» вызвал противоречивые отзывы. С одной стороны, это был необычный опыт в кинематографе и возможность впервые увидеть оцифрованного Тома Хэнкса, что позволило ленте даже попасть в книгу рекордов Гиннесса как первый фильм с цифровыми актерами. С другой стороны, качество реализации устроило далеко не всех. Я уже высказывал свое мнение относительно данных экспериментов Земекиса в отдельном ролике про него. Но еще раз повторюсь, как мне кажется, со всей этой погоней за технологиями, в какой-то момент Земекис утратил свой дар отличного рассказчика, который присутствовал во всех его предыдущих работах. «Полярный экспресс» по итогу не стал громким событием в мире кино и собрал 300 миллионов долларов при бюджете в 165. Последующие премьеры ноября не претендовали на статус революционных проектов и представляли собой классические работы с живыми актерами и человеческими историями. Первой такой лентой стала «Волшебная страна» с Джонни Деппом и Кейт Уинслет.
Малоизвестная история, рассказывающая о судьбе автора Питера Пэна, понравилась как зрителям, так и критикам и получила 7 номинаций на Оскар. Правда, фильм выиграл статуэтку лишь за лучший саундтрек. А вот следующая история уже была хорошо знакома массовому зрителю, и более того, они с нетерпением ждали ее продолжения. Дневник Бриджит Джонс «Грани разумного» являлся сиквелом оригинальной ленты 2001 года, которая стала хитом. Героиня в исполнении Рене Зельвегер ничуть не утратила своей популярности, и сиквел смог собрать в прокате без малого столько же, как и первая часть. Да и реакция аудитории в целом тоже была схожа. Разве что критики на этот раз были к фильму более придирчивы. Придирчивость критиков сменилась гневом и неприязнью, когда на большие экраны вышел Александр. При этом лично я до сих пор так и не могу понять, чем именно не угодил аудитории фильм Стоуна. Но факт остается фактом. Картина получила множество негативных отзывов и с треском провалилась в прокате. Более подробно об этом и не только есть в моем ролике про Колина Фаррелла. Зато приятным сюрпризом обернулась следующая премьера, которой была лента «Сокровища нации». Для меня это определенно одна из любимейших работ не только с Николасом Кейджем, но и в приключенческом жанре. Фильм не только стал неожиданным фаворитом для многих в том году, но и послужил поводом для нового расцвета карьеры Кейджа. Жаль только, что после второй части о судьбе франшизы по-прежнему так ничего и не известно. Постоянно ходят слухи о том, что третья часть есть в планах у Disney, но официально об этом так ничего и не было сказано. В конце месяца список ноябрьских премьер пополнился кассовым хитом. И что было совсем неожиданно, этот хит был не голливудского производства. Хаяо Миядзаки представил свою новую работу «Ходячий замок». Как и предыдущие работы режиссера, «Ходячий замок» мало кого оставил равнодушным. И картина, получив огромное количество восторженных отзывов, собрала в прокате 260 миллионов. Собственно, ноябрь, можно сказать, закончился на позитивной ноте. А вот декабрь стартанул с серьезного и оскаронаправленного «Авиатора». Да, именно фильм Мартина Скорсезе считался главным фаворитом на то, чтобы получить наибольшее количество статуэток в грядущей церемонии. И подобные ожидания были небезосновательны, так как лента была представлена аж в 11 номинациях. По итогу же в основных категориях удалось выиграть лишь Кейт Бланшетт за лучшую женскую роль второго плана. А вот Скорсезе и Ди Каприо статуэткой обделили, что всерьез заставило зрителей говорить, что к Лео у Американской академии какое-то предвзятое отношение. Но стоит сказать, что борьба за лучшую мужскую роль в тот раз была очень серьезной, и выбрать кого-то одного было действительно сложно. С трудностью выбора столкнулись и зрители, так как кинопрокат буквально прорвало под конец года, и от обилия фильмов разбегались глаза. Любители охоты на вампиров могли сходить на третью часть Блейда, а для любителей хитро выдуманных афер была уготована премьера в виде 12 друзей Оушена. Хотя, наверное, в данном случае справедливо будет сказать, что Оушены в первую очередь цепляли своим звездным актерским составом, который на сей раз пополнил еще и Винсан Кассель. В целом, сиквел показал себя вполне уверенно. Высокие оценки и сборы в размере 360 миллионов долларов стали ярким тому подтверждением. Нашлось место и главному оскароносцу, который потеснил остальные ленты в борьбе в основных категориях. «Малышка на миллион» смог не только получить Оскар за лучший фильм, но и обеспечил наградой Хилари Свонг за лучшую женскую роль и Моргана Фримана за лучшую мужскую роль второго плана. Ну и бонусом помог забрать Клинту Иствуду Оскар за лучшего режиссера. А вот единственной рождественской премьерой в декабре стал «Лемони Сникет». Но довольно мрачная история не вызвала большого желания идти на нее всей семьей. И фильм собрал всего 200 миллионов долларов, при этом обойдясь продюсером 140 миллионов. Не отличился привычным ажиотажем и Адам Сэндлер, чей фильм «Испанский-английский» провалился в прокате. Лента не была комедией в чистом виде, которыми в то время славился актер. И пусть и небольшой, но налет мелодрамы сказался на посещаемости фильма в кинотеатрах. Да и в этом жанре у ленты Сэндлера был очень серьезный конкурент. Тягаться со Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом и их «Терминалом» было практически невозможно. При этом даже он не то чтобы прям сильно уверенно показал себя в кинотеатрах, собрав 210 миллионов долларов, меньшая часть из которых пришлась на Штаты. В целом, декабрь и правда выдался не самым кассовым месяцем для кинотеатров. И, видимо, подготовка к предстоящим праздникам была для людей более приоритетной задачей, чем поход в кино. Но был один человек, ради которого зрители были готовы отложить все свои дела. И это, конечно же, Бен Стиллер.
который не мог еще разок не отметиться новым фильмом в уходящем году. На этот раз Бен заручился поддержкой таких звезд, как Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман и Барбара Стрейзанд, чтобы вернуться с продолжением популярной комедии «Знакомство с родителями». Стиллер не ограничился привычными сборами в 170 миллионов долларов, и его новый фильм собрал 515 миллионов, став самой кассовой премьерой декабря. А для Де Ниро так и вовсе самым кассовым фильмом в карьере до момента премьеры Джокера. В плане отзывов лента также показала себя хорошо, лишь чуточку просев по оценкам по сравнению с оригиналом. И на этом 2004 год подошел к концу. И, наверное, есть некий символизм в том, что завершил его Бен Стиллер, с которого и начался киносезон. Таким образом, Бен, по сути, его закольцевал. Вообще, для Стиллера 2004 год стал самым продуктивным годом в карьере и возвел его в статус комедийной звезды. В остальном же 2004 хоть и продолжил традиции 2003 года, когда предпочтение отдавалось сиквелам популярных проектов, но в то же время подарил немало приятных открытий. Особенно это касалось комедий, которые пополнились уже, можно сказать, культовыми представителями жанра. Но и других увлекательных проектов тоже было немало, что в совокупности сделало 2004 год все еще способным удивлять. На этом, пожалуй, я и закончу свой видос. Это была история 2004 года в фильмах. Если понравился ролик, не забудьте поставить лайк под видео, поделиться им и оставить комментарий. Ну и, конечно же, подписаться на канал, если еще этого не сделали. Это очень сильно поможет развитию канала. Спасибо за просмотр и спасибо тем, кто поддерживает канал при помощи Boosty. С вами был Грек, всем пока, скоро увидимся.